Всем привет, с вами Содерли. И хоть удивительный цифровой цирк еще даже толком не вышел, мы уже можем многое выяснить о прошлом главных героев, почитав тамблер автора и проанализировав их поведение в первом эпизоде. Хоть многие по пилоту посчитали этот мульт хоррором, сама Гусворкс никогда его таковым не называла. По ее мнению, это скорее черная комедия с депрессивными нотками. А сам мультсериал не столько о самом цирке и монстрах, сколько о взрослых со взрослыми проблемами. Жалких, никчемных личностях, застрявших в виртуальном мире. И основной сюжет будет посвящен изучению их проблем. Ведь со слов Гусворкс, все они вовсе не в здравом уме. У каждого из них еще при жизни были определенные психологические проблемы, которые после долгого пребывания в игре лишь усугубились. А если ты позволяешь здесь тревогам и травмам взять над тобой верх, ты рассеиваешься, как Кауфма. А если же сумеешь их преодолеть, возможно, сумеешь и выйти. Но это сделать гораздо труднее. Да, как мы выяснили в прошлом видео, весь сюжет удивительного цифрового цирка, скорее всего, заключается как раз таки в том, чтобы каждый из главных героев принял свою болезнь и сумел ее побороть. Мне очень нравится теория о том, что Королёр в жизни был тестировщиком игры, и потому постоянно говорит о коллекции насекомых, будто бы он раньше выискивал баги в играх, и в его мозгу это отложилось так, будто бы он коллекционировал жуков. То есть насекомых. Звучит очень круто. Однако же вряд ли 30 лет назад это было сильно востребованной профессией. Да и в цирке багов полно. Потому мне кажется, что на самом деле все гораздо прозаичнее. И ответ таится в крайне неожиданном месте. Кауфма прошел через Кауфмозис и рассеялся! Вы не задумывались, что за Кауфмозис такой? Откуда он взял это слово вообще? Очевидно, это имя Кауфма в сочетании с чем-то созвучным и оканчивающимся на мозис. Я прогуглил, и единственное подходящее слово в данном случае – гаммозис, на русском – гаммоз. Болезнь растений в виде янтарных выделений, возникшая вследствие повреждения насекомыми. Довольно редкое слово, которое знает далеко не каждый. И раз словарный запас у всех обитателей цирка сохраняется, вероятнее всего Королёр при жизни был энтомологом, ученым, изучающим насекомых. И хоть теперь он крайне нестабилен, порой он неожиданно выдает крайне сложные формулировки. Таким образом, цифровая еда здесь дает только виртуальное ощущение еды без каких-либо питательных преимуществ. И, судя по концептам, явно неплохо умеет играть в шахматы. Хоть многие считают, что Королёр сошел с ума из-за рассеивания Куинни, черной шахматной королевы, чье изображение зачеркнуто на одной из дверей комнат. Мне кажется, что это просто похожие скины персонажей игры «Удивительный цифровой цирк», и в плане отношений они никак между собой не связаны. Гусворкс говорила, что совершенно не любит романтику, и ее здесь не будет. Белые и черные шахматы — это вообще противники. И даже если предположить, что это муж и жена зашли в игру, здесь бы они уже не помнили своих отношений, потому Королёр не стал бы страдать из-за ее рассеивания. По моим предположениям, все участники удивительного цифрового цирка страдали психическими заболеваниями еще до прибытия в игру. И в случае Королёра это шизофрения. Болезнь, которая может возникнуть у стариков вследствие стресса и переизбытка приема лекарств. А Королёру уже 48. Причины, конечно, могут быть и другими, но пока сложно наверняка сказать, что он пережил. С шизофренией особенно тяжело жить в реальном мире. Психоз, галлюцинации, стойкие бредовые идеи, провалы в памяти. Но, видимо, его родные надеялись, что в игре, где теряются все воспоминания, он сумеет обрести счастье. И в какой-то мере, наверное, так оно и есть. Хоть Королёра считает самым нестабильным персонажем, однако же со своей шизофренией он слабо осознает происходящее. И благодаря этому из всех у него наименьший шанс рассеяться. Именно поэтому ему удалось пробыть в цирке дольше остальных. Со слов Гусворкс, все основные персонажи, за исключением Королёра, созданы из ее личных недостатков, и с помощью мультсериала она прорабатывает собственные проблемы в попытках побороть внутренних демонов.
то нагляднее всего видно на примере Зубл, героя, который не то что не помнит своего имени, а даже собственный пол, что довольно необычно даже в рамках удивительного цифрового цирка, учитывая, что у других персонажей такой проблемы нет. Более того, она все никак не может определиться и со своей внешностью, то и дело меняя части своих тел и добавляя новые. У нее в комнате целая коробка с разными детальками. Однако же это не просто особенности ее скина или последствия пребывания в цирке, а кризис идентичности и гендерная дисфория. Если вы не знали, сама создательница мультсериала является трансгендером, то есть мужчиной, ставшим женщиной. Она называет себя циничным чудаком, кем является и Зубл. Это один из ее любимейших персонажей в цирке, и что сама Гусворкс позволяет обращаться к себе в любом роде и не против, если ее мисгендерят, и то же самое заявляет и о Зубл. Хоть он, хоть она, хоть они, им плевать. И даже аватарка создательницы такая же треугольная голова с глазками, как и Зубл, поскольку в ней Гусворкс отчасти видит себя. Скорее всего, Зубл и в жизни не могла определиться со своим полом. Именно поэтому не помнит его и в игре. И это довольно тяжелая ноша. Само осознание, что пол, приписанный тебе при рождении, не совпадает с твоей гендерной идентичностью, вызывает неимоверный стресс и постоянный дискомфорт. А когда тебя окружает трансофобное общество и высока вероятность непринятия твоего выбора ни родителями, ни друзьями, мысли о смене пола угнетают еще сильнее, из-за чего трансгендерный переход часто сопровождается депрессией и суицидальными мыслями. Зубл все время пытается себя перестроить, но все равно собой недовольна. Так и Гусворкс, даже спустя 5 лет с перехода, когда ее просят себя нарисовать, делает это крайне карикатурно, будто бы не принимая себя до конца. Никоим образом не хочу обидеть саму Гусворкс, я лишь предполагаю, рассуждая на ее примере о возможной судьбе Зубл. Этот персонаж очень ворчлив и раздражителен, и, со слов создательницы, не терпит обнимашек. Она привыкла к тому, что в обществе ее не принимают, и, защищая себя, просто отталкивает от себя всех окружающих. Особенно тех, кто этого действительно заслуживает. И ей абсолютно плевать на мнение окружающих, ведь ей и самой с собой тяжело. Если бы в игре разрешены были запрещенные вещества, со слов Гусворкс, Зубл бы с радостью курила здесь травку, тем самым образом намекая, что этим она занималась и в жизни. Генга уже до попадания в игру была Атаку, кавайной девочкой, которая целыми днями смотрела аниме вроде One Piece, а ее любимым был Адзуманга Дайо, милое аниме о девочках-школьницах. Она спала с Дакимакурой, любила рисовать всякие фанарты и в целом была слабой хрупкой девочкой, поскольку со слов Гусворкс ее бы первой затошнило в машине. А ее дизайн с маской трагедии и комедии также наглядно демонстрирует ее основную проблему – биполярное расстройство. Смена маски с радостной на печальную олицетворяет резкие перепады настроения от редкой эйфории до преобладающей депрессии. Маска комедии более хрупка, поскольку хорошее настроение в ее состоянии убить гораздо проще. If Can she the was a sad one happy, break? joyful person, then I think the sad one would be able to break more. The truth is, Are the real her is harder to break. Но на данном этапе маску трагедии никак уж не разбить, ведь для этого необходимо долгое время работать над собой. Биполярное расстройство – это подвид депрессии с внезапными приступами повышенного настроения. Однако же хандра и уныние все равно многократно преобладают. Because I like to think that like when she's happy and she's got her happy mask on, like she's more just able to do anything. But when she's sad, she's way more floppy and subject to the whims of the world. Гэнгл очень подавлена и не уверена в себе, потому позволяет другим помыкать и издеваться над собой. Как в цирке, так и в реальной жизни. Изредка она пытается радоваться происходящему, но очень легко вновь скатывается в апатичное состояние. Рогата же, наоборот, страдает токсичной позитивностью. На вид она всегда мила, радостна и открыта, хотя на самом деле внутри испытывает просто бурю эмоций. Даже Глич, представляя ее впервые зрителям, пишут: «Не беспокойтесь о ней, с ней все в порядке, она всегда в порядке, видите, она в порядке, посмотрите, она улыбается, видите, она в порядке, не волнуйтесь о ней, она в порядке». Ее вечный оптимизм лишь прикрытие из-за боязни
боязни показать свои истинные эмоции. Лишний раз не нагрубить кому-то, даже если он хамло. Не обидеть того, кто бросил тебя перед монстром, ведь это не очень-то вежливо. И дело даже не в том, что она боится рассеяться. Нет, она просто такой человек. Со слов Gooseworks, Рогата зачастую говорит не искренне, а просто пытаясь избежать конфликта. Она действительно добрая девочка, но пытается быть идеальной, даже в ущерб самой себе. Продолжает идти вперед с улыбкой на лице, просто отмахиваясь от тяжких травм и жутких инцидентов, которые постепенно разрушают ее изнутри. Скорее всего, в жизни Рогата была обычной рядовой сотрудницей, на которую сваливали всю работу и вытирали об нее ноги. Она все равно трудилась изо всех сил, боясь разочаровать начальство. Джекс же, со слов самой создательницы, крайне импульсивный придурок с целым ворохом проблем, которые и сделали его таковым, какой он есть. Дерзкий, язвительный, надменный эгоист с диссоциальным расстройством, который, как сказала Gooseworks, будет булить кого угодно, даже ребенка, чтобы в очередной раз самоутвердиться. Ведь чем слабее жертва, тем проще это делать. При этом, если кто-то другой его по голове похлопает, как это делает он, Джекс разозлится. Отвечая на вопрос, кто из главных героев с наибольшей вероятностью совершит преступление, Gooseworks твердо отвечает Джекс и считает, что он больше всех заслужил попасть в это цифровое чистилище. Потому я предполагаю, что в жизни этот кролик был мелким воришкой, который был готов хоть старушку облапошить, хоть леденец у младенца отобрать. Скорее всего, он вырос в бедном районе, полном бандюк, и потому привык думать исключительно о собственном благополучии. Когда растешь на районе среди гопоты, необходимо внушать авторитет. И если же Зубул вследствие нападок привыкла грубо защищаться, то Джекс просто первым атакует, ставя на место остальных. Также создательница сообщила, что если кто-то вдруг станет нахваливать кролика, он внезапно испугается и смутится. Скорее всего, потому что он к этому совершенно не привык. Никто его не холил и не лелеял, он привык просто выживать в этом суровом мире. Джекс прекрасно знает, что никто его не любит, и потому действует, как ему вздумается, не парясь об остальных. Таковы законы улиц. И думаю, именно поэтому ему удалось с легкостью взломать все здешние двери. Не думаю, что тут нужно быть для этого хакером или программистом. Вряд ли у него есть доступ к программному коду. Просто он на основе замка самостоятельно вырезал ключи, хоть тут и замочных скважин-то нет. Будто бы достаточно просто ручку провернуть. Хоть он и не помнит своего криминального прошлого, однако тяга ко взлому и буллингу у него остались. И Gooseworks уверена, что если бы она попала в цирк, то закончила бы, как и Джекс. По итогу выходит, что всем главным героям тяжело жилось в реальном мире, но вместо попыток исправить свою жизнь, они решили начать новую, в игре, стирающей все ваши воспоминания. Но под весом тех же психологических проблем все так же продолжают страдать. Быть может, работа над собой не откроет перед ними выход, но, по крайней мере, сделает их жизни счастливее, даже в безумном виртуальном цирке. Это и есть своеобразный метафоричный выход. Но Джексу с его темным прошлым исправиться будет тяжелее всех. Очень трудно преодолеть в себе то, что было твоей сутью с самого детства, даже если ты этого и не помнишь. Ведь исправить необходимо то, что буквально делает тебя тобой. На вопрос, умрет ли кто-нибудь в сериале, Gooseworks отвечает весьма неоднозначно, смотря что вы подразумеваете под смертью, будто бы намекая, что, возможно, кого-нибудь из главных героев таки ждет рассеивание. И если же это так, я бы в данном случае поставил на Джекса, на пути к исправлению, не выдержав давления под весом собственных грехов. Это было бы поистине трагично. В моем телеграме вас ждут дополнительные факты о цирке. А если же вы наберете тут 500 тысяч просмотров так же быстро, как и на прошлом ролике, то видео о Кении обещаю выпустить в ближайшие дни. Так что скидывайте видео друзьям, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Содерлин. Спасибо за просмотр и пока.